Многие автолюбители, особенно те, что провели немало времени за рулем настоящих проходимцев, зачастую скептически настроены по отношению к паркетникам. Мол, представители этого расплодившегося за последние годы племени на реальном бездорожье не способны вообще ни на что. С другой стороны, все мы прекрасно помним, что чем круче джип, тем дальше бежать за трактором. А потому даже на самых хорошо подготовленных проходимцах редко кто отваживается в одиночку выезжать на покорение сложной трассы. Вот и мы не стали делать этого на одной машине, а взяли сразу два полноприводных Volvo XC70 и XC90 и поехали подальше от Симферополя в поисках снега, грязи и внедорожных приключений. На самом деле, долго искать желанный участок дороги нам не пришлось. Это у них там, в Европе, внедорожные трассы строят специально. А у нас минут 10 неспешной езды от крымской столицы, и уже начинается такая дорога, за которую избалованные асфальтом немцы, англичане и прочие шведы готовы расстаться со своими кровными евро-гривнями. Но для начала пара водных. Volvo XC90 выглядит как настоящий внедорожник. Дорожный просвет почти в 22 сантиметра. Короткие передние и задние свесы. Минимум выступающих деталей под днищем автомобиля. За рулем этой машины вопрос, съезжать на эту грунтовку или не стоит, решается в пользу первого варианта. Наверное, во многом еще и благодаря более высокой посадке. Психологически все рассчитано верно. Чем выше от земли, тем больше у водителя уверенности. В случае с новым Volvo XC70 все совсем по-другому. Внешне автомобиль выглядит как накачавший мускулы обычный универсал, который к тому же на 5 сантиметров длиннее XC90. Внутри посадка абсолютно легковая. Эта машина позволяет на асфальте ехать так быстро и так уверенно, как хочется. Но вот у нас впереди приличная лужа, глубокая колея, а за ней крутой подъем. Первая мысль – на бездорожье на этой машине лучше не соваться. С другой стороны, дорожный просвет у XC70 21 сантиметр, а это больше, чем у иных рамных внедорожников, и всего на 8 мм меньше, чем у XC90. Конечно, свесы на этом полноприводном универсале будут побольше, чем у рамников, и передние, и задние. Но особо переживать по этому поводу, как мы выяснили, не стоит. Эти самые выступающие передние и задние части сделаны под таким углом, чтобы можно было безболезненно преодолевать всевозможные препятствия. XC90 вообще-то оснащается тремя моторами, два из которых бензиновые 3,2 литра, 238 лошадиных сил, и 4,4, в котором 315 лошадок. В нашем Volvo был установлен не такой мощный двигатель, в нем всего-то 185 автоскакунов, зато они прекрасно переваривают солярку, а максимальный крутящий момент в 400 нумов получаем уже на 2000 оборотов в минуту. То, что нужно для бездорожья. Двигатель не нужно раскручивать до металлического звона в ушах. Автомобиль не спеша, но уверенно, как танк, утюжит родные крымские просторы, посыпанные недавним снегом и припущенные плюсовой температурой. Тот, кто знаком с реальным бездорожьем, наверняка знает, насколько непредсказуемой бывает такая трасса, когда сверху земля прихвачена морозцем, а под ней та же самая земля, но чуть ли не в жидком состоянии. Еще один плюс дизеля – то, что нам даже на такой дороге удалось уложиться в 9 литров солярки на 100 километров. Но самое удивительное – это все-таки то, что в эту поездку мы отправились на летней резине. Я всегда был и буду сторонником обувки по сезону. Просто в данном случае даже летние шины не стали препятствием демонстрации Volvo XC90 своих недюжинных возможностей. Ведь у этих автомобилей нет ни понижающей передачи, ни принудительной блокировки хотя бы межосевого дифференциала. Вместо всего этого, отнюдь нелегкого джиперского железного хозяйства, тут на работу шведы приняли умную и компактную электронику, которая постоянно отслеживает состояние сцепления того или иного колеса с дорогой и перераспределяет крутящий момент от двигателя на те колеса, которые позволяют продолжать движение. Volvo XC70, конечно, меньше своего старшего брата похож на джип. К тому же из двух возможных вариантов двигателей нам достался не самый подходящий для бездорожья. Шестицилиндровый бензиновый мотор, объем в 3,2 литра и мощностью в 238 лошадиных сил. Изначально меня терзали смутные сомнения. Естественно, этот мотор делает из XC70 низколетящую ракету, но летящую с места до сотни за 8,5 секунд над асфальтом. А у нас ведь грязи труднопролазны. Тут слишком мощный двигатель зачастую оказывает медвежью услугу. Вам нужно всего лишь тронуться с места, а несколько сотен лошадиных сил, дружно взявшись за дело, просто закапывают автомобиль по самые уши. Так вот, чтобы такого не происходило, электроника на XC70 сама ограничит передачу крутящего момента на то колесо, которое забуксовало. Да и, собственно, двигатель немного придушит, даже если вы утопили педаль газа в пол. В результате на бездорожье XC70 движется вперед, если хотя бы одно колесо из 4 имеет сцепление с дорогой. Опробовав эту систему в деле, я уже не боялся следовать везде и всюду, где прошел XC90, даже на летней резине. Кстати, новый Volvo XC70 кое в чем даже лучше подготовлен к вылазкам на природу, чем его старший родственник.
70-ка уже в базе комплектуется вспомогательной системой HDC, система, помогающая при движении на крутых спусках. И ведь я вам не открою большую тайну, если скажу, что чаще всего автомобили на бездорожье разворачивают именно на спуске. Неправильно притормозил, не к месту добавил газу и недалеко до переворачивания. На Volvo XC70 при движении на спуск нужно просто нажать соответствующую кнопку и убрать ногу с педали газа или тормоза. Машина сделает за водителя всю черную работу. Ему же останется только рулить. Интересно и то, что эта система работает и при движении задним ходом. Итак, в результате внедорожной вылазки мы решили, оба полноприводных Volvo, и XC70, и XC90, удачно справились с основным заданием сегодняшнего теста. Своим ходом и без посторонней помощи прошли реальную внедорожную трассу. В большинстве случаев возможного применения таких машин этого хватит с головой. И для выездов на рыбалку, и на охоту, и просто всей семьей в горы. И не забудем, что эти Volvo на дороге ведут себя несравнимо лучше равных внедорожников.